Скорее бы бета. Many months later. 2000 years later. Прошло столько времени, и, наконец, новый блок уже на подходе, в котором нам раскроют то, что скрывалось от нас многие годы. И, кстати, всем привет! Пришло время оглянуться назад и вспомнить все обещания разработчиков за последнее время. Ведь, возможно, мы это увидим в новом блокпосте. Сегодня я покажу вам, как Hytale изменился за это время и что ожидания действительно того стоили. Но пока что давайте окунемся немного в прошлое. Многие думают, не купив бы Riot Games Hytale, сейчас бы все наслаждались игрой, но это верно лишь отчасти. В перспективе на будущее, Hytale из-за своего движка становился бы не жизнеспособной для поддержания такой игры. Немногие понимают, что Riot Games была лучшим выбором для финансирования столь масштабного проекта. Ведь они им дали главное – это свободу действий и дали возможность вырасти с маленькой группы мододелов, состоящей из 30 человек, до крупной студии, работников которой насчитывается около 200. Решение о переносе подарило нам более перспективный проект, то, чего мы действительно заслуживаем. Прошло немало лет с того момента, так что давайте разберемся, чего могла достичь команда Hytale с момента переноса игры, и узнаем возможную дату запуска бета-тестирования. Давайте начинать. Начнем мы с кастомизации. Она претерпела множество улучшений, начиная с 2021 года. Команда Hytale нацелена на то, чтобы игроки не были ограничены в свободе выбора, что возможно отсылает к тому, что в игре мы сможем делать скины не хуже, чем в Майнкрафте. И скорее всего, в Hytale не будет чересчур большого количества донатной одежды, так как это противоречит их принципам о свободе. Так что будьте уверены, на релизе будет столько возможностей для создания собственного персонажа, что аж глаза разбегаться будут. Рассматривая генерацию, разработчики увидели много возможностей, которых не видели раньше. Теперь в игре ландшафт стал гораздо разнообразнее. Появилось множество новых биомов и структур. Теперь исследовать планету Орбис станет намного интереснее. Добавок с новой механикой паркура, с помощью которой никакие выступы не будут преградой для игрока, ведь теперь он может просто их перелезть или перепрыгнуть. За это время фракции тоже получили немало изменений, так как за эти годы лор Hytale стал намного глубже и проработаннее. Каждая фракция была переработана и улучшена во множество раз. Например, Скараки получили новый редизайн. Мне он, честно говоря, не очень нравится. Радует лишь то, что он не окончательный. К счастью, Скараков не только изуродовали, но и добавили новую механику. Теперь они могут общаться с помощью жестов или света, как это делают некоторые насекомые из реальной жизни. К тому же, возможно, теперь фракции не относятся к конкретной зоне или биому, и мы сможем встретить феронов, даже гуляя в холодных горах. Конечно, команда Hytale все это время занималась не только сюжетной частью игры, но и мультиплеером. С этих пор игрок начинает свой путь со столицы всех онлайн-режимов и мини-игр, в которой он может рассказать о своих достижениях другим игрокам, возможно, подружившись с ними. В столице есть огромное количество возможностей, ведь это центр всей онлайн-составляющей Hytale. Кстати, можете ожидать, что в следующей статье, возможно позже, нам наконец полностью продемонстрируют то, как должна выглядеть столица в игре. Уже более 4 лет разработчики тестируют и улучшают боевку в Hytale. Это очень важная часть игры, которой не уделяют много внимания. Ведь смотря на боевку в Майнкрафте, хочется пожелать только лучшего. А команда Hytale позаботилась об этом и добавила много новых возможностей в игру. Теперь в игре мы можем встретить механику выносливости, прям как в Valheim. И придется учиться распоряжаться ей грамотно, придумывая интересные тактики для боя. Это вам не Майнкрафт, где до сих пор в Bedrock версии игры решают закликивание противника. Разработчики игры нам пообещали, что в игре будет большой выбор оружия и брони, выбрав которую нам придется учиться чему-то новому. Начиная от брони до маленькой безделушки, стиль боя будет иным. Вместе с этим в игре теперь у каждого оружия появились свои уникальные способности. Нам уже показывали, как ведет себя оружие ближнего боя, так что я думаю, мы можем ожидать в новой статье демонстрацию игры за мага, ведь нам говорили, что магия тоже тестировалась, но, к сожалению, за кулисами разработки. И еще одна значительная составляющая игры – это моддинг. Над ним они проделали колоссальную работу. Визуальные эффекты для мододелов теперь легкая задача, ведь с новыми инструментами для авторов все делается за 2 клика. Заодно они начали переделывать интерфейс игры,
делая его более современным и удобным для использования на нескольких платформах. К сожалению, нам не показали всю работу, проделанную над интерфейсом, но думаю, мы можем ожидать это в новой статье. Переделали искусственный интеллект, что тоже немаловажно. Теперь NPC в игре могут имитировать человеческое поведение, практически не уступая игроку, но при этом все равно ошибаясь для большей реалистичности. С инструментами для авторов еще не все. Теперь они стали более гибкими и удобными для создания собственных карт и режимов Hytale. К сожалению, на старом движке эта технология тормозила игру, но теперь все будет как по маслу, ведь не перенеся игру, скорее всего ваш компьютер взорвался бы от напряжения. А про другие устройства вообще молчу. Все это время игра не стояла на месте. Добавляли новый контент, переделывали устаревшие механики, и все ради нас. Теперь мечта играть в Hytale на нескольких платформах стала возможной. Осталось лишь дождаться беты, и мы с вами сможем играть. Так что же мы можем ожидать от новой статьи? И когда будет бета? Бета уже скоро, ведь команда Hytale уже провела внешний плейтест. И мы вполне можем ожидать, что в следующем году авторам контента, таких как Jet, и, конечно же, Doff и Hytale дадут доступ к движку и инструментам Hytale, а затем и бета не за горами. Ведь Джон Хендрикс пообещал, что бета выйдет как можно раньше, хоть и немного в урезанном виде. В ней будет всего 3 зоны, но со временем будут добавлять новые. Точную дату, когда начнется бета, мы не знаем, но, к счастью, недавно произошел слив, в котором говорится, что релиз игры намечается на 2026 год, что означает, что бета уже в 2025 году. А пока ждем выхода новой статьи и надеемся, что хоть что-то из рассказанного мной нам покажет в зимнем блогпосте. Всем спасибо за просмотр и всем пока.